Друзья, я вчера провел мастер-класс в арт-пространстве «Коробка» на Автозаводской, 18, где проходит выставка «Современный русский импрессионизм». Приезжайте на выставку, очень много хороших работ, вы получите наслаждение точно. А эту работу, которую я там написал, я вам покажу, как она писалась завтра. Юзер тролливали, как вы считаете, слава всегда ли художник платит за славу и деньги личным счастьем? Что бы мы ни делали, как я понимаю, абсолютно все равно что. У нас есть договор с начальством. И если допустить, что мир живой и это абсолютная любовь, то любовь ведь принимает все, что мы делаем. Что такое личное счастье, я затрудняюсь сказать. Лучше вы напишите, как вы это понимаете. Но, видимо, речь идет о том, что если в семье не поддерживают или не очень поддерживают, то происходят конфликтные какие-то соприкосновения ситуации. Даже есть такая поговорка «жена художник, горе в семье». Ну, глупость, мне кажется. Хотя все зависит от того, сколько мы уделяем времени семье, выращиванию лучка, петрушки, и сколько живописи. Мне кажется, закон гармонии предусматривает, что вы во всем гармоничны. На все хватает времени, и есть атмосфера дружественная, ну, такая вот взаимопонимание, поддержки. Тогда нет никаких проблем с личным счастьем. Брали ли вы мастер-классы у других художников или ждали, пока свой стиль сформируется на основе наблюдений собственного опыта, и кого вы считаете своими учителями? Ну, я не брал мастер-классы ни у кого. Есть внутреннее ощущение, что моя жизнь – это сплошной мастер-класс, который я беру у Фешина, у Врубеля, у Коровина, изучая их работы, у Репина, ну и так далее. Можно перечислять долго. Я убежден, что картины нужно изучать, их нужно научиться читать, как это сделано, понять, как это сделано, и следовать законам, которые тот или иной художник применял. И шаг за шагом выработается свой стиль, своя дорога к мастерству. Тель-Авив, Израиль, Радимир, художник-дизайнер. Тут хорошие слова, а потом написано, зачем нужно было ехать в Италию. Только ради того, чтобы писать какие-то гаражи на воде. Гаражи гаражам рознь. А пейзаж-то где, Слав? Ты же сейчас на дизайне, да? Я чувствую, что ты кроме Гурзуфа больше нигде не бродил по F.B.K. чего-то тут, ФБК, да? Удачи тебе, тра-та-та. Ну, в общем, так. Зачем нужно было в Италию ехать? Приглашают, а потом мне интересно. Художник – это поиск новых впечатлений. Те, кто пишет пейзажи для художника-пейзажиста, я себя таковым не считаю. Мне все интересно. Фигуратив, может быть, даже больше интересен. Или портрет, натюрморт. Ну так вот, те, кто пишет пейзаж, новые впечатления, это, я не знаю, как глоток свежего воздуха. Это просто обновление всей системы, обновление жизни. Новые люди, новая среда, новые мотивы. Это всегда очень интересно. Так что я за путешествия и стараюсь их организовывать, либо как-то все так случается, что самые красивые места на планете нужно посетить. Жизнь не такая длинная. И посетить не с тем, чтобы поглазеть, а с тем, чтобы впечатление свое отразить на холсте. Это дорогого стоит. Ну а по поводу гаражей на воде, да, вы знаете, я наблюдал, к счастью, как художники, которых я уважаю, пишут обычные мотивы,
что называется, лужа, грязь, ветка, там, деревце, где-нибудь за рубежом. Но написано это так, что невозможно, ну, шедевр, короче говоря. И мы не знаем, что внутри произойдет, когда ты окажешься в каком-то незнакомом месте, потому что все становится очень значимым, удивительным. Ты же первый раз в этом месте, и какой-то, да, действительно, гараж может свести с ума. Не гараж, а свет, который падает и на различные формы, включая гараж и его крышу там гнилую. Мы же пишем свет. Марина Каратеева. Помним, что это этюды, но мне не хватает яркости, густоты. Извините. Да что ж вы не извиняетесь. Ну, не хватает, так пишите и ярко, и густо. Мне очень понравилось, но как будто все за грязным стеклом. Ну, каждый видит, извините опять, каждый видит то, что видит. По мне, я знаю работы некоторых художников, для которых я на которые смотрю, и у меня возникает ощущение, что вот мутновато, как будто все за грязным стеклом. Ну, спасибо, я буду над этим работать и буду вычищать эти стеклышки, чтобы было все ярко и густо. Дишот Худайяров. Слава, вы показываете на выставке свои малоформатные работы и как их оформляете? Ну вот я выставил сейчас, по-моему, 6 набросков темперы на этой выставке в арт-коробке, вы можете их посмотреть. Ну, обычно паспорту и рамочка с пластиковым стеклом, как положено. Но если совсем малышки, маленький формат, да, я вот, например, готовлю персональную выставку, готовлюсь к ней, она будет в Нижнем Новгороде скоро. И я как раз думаю о том, как мне показать, ну, какое-то количество небольших работ. Возможно, я возьму просто вот кусок пенокартона, может быть, серый, и их наклею. Все. Может быть, этого достаточно. Ну, и если кто-то захочет их купить, всегда не проблема их оформить в багетной мастерской. Анна Майер. С чем сравнить тень? Она же тень, с другой тенью, с другим каким-то пятном. Ну, что ж тут, никакой проблемы нет. Или надо просто понимать, что самая темная тень в полдень. Ничего не надо понимать, надо доверять глазу. Просто разделить на части мотив, и все. Ну, тот же Фешин говорил, что пишите то, что видите, а не то, что знаете. Но если вы видите, например, вот этот кусок темный, ну, чего тут? А тот там синий, посветлее. Ну, сравните два пятна. Это темное, это посветлее, синее. Ну, сравните эту рубашку со стеной. Какая проблема? Тень – это не тень. Просто по пятну все сравнивайте и закладывайте, и все будет в ажуре. Всю неделю хочу нарисовать, но и думаю, какие же на этой стене тени. Неужели теплые розы и теплые тени? А разве так бывает? Ну, в общем, доверяйте глазу. Глаз не обманет. И сравнивайте не только тон, ну, светлоту, тени там или какого-то просто пятна, но и его цвет. Что включено? Что включено вот сюда? Это же не просто белое. Вот что-то. Может быть, оно все-таки теплее, чем там стена. И вот на этих нюансах все держится. Теплее, холоднее. Все вы на этом контрасте выстраиваете. Все будет хорошо. АВ1ВВ. У меня два вопроса. Есть ли какие-то упражнения для художника для того, чтобы научиться чувствовать цвет, тон, тепло-холодность? У меня с этим проблемы, у многих проблем. И сколько вы тратите в 3 месяца денег на масло, разбавители, холсты, бумагу и так далее? Вот так случилось, что бухгалтерную книгу я не веду с расчетами, доходами, приходами и затратами, растратами. Так что я не могу вам сказать, сколько я трачу. Единственное, скажу, что краску лучше не жалеть. Пусть будет маленький формат, на большой формат же много краски его расходит. Ну пусть будет маленький формат, но вы не жалеете. Вот тратите столько, сколько чувствуете. Не надо вот в растирочку, ой, она же дорогая. Ну, как же мне написать, но по минимуму вот краски истратить. Ничего, это фигня.
Нужно писать столько класть, столько, сколько надо. Я помню эпизод, мы были в каком же городе? Где-то 300 километров от Москвы, сейчас не вспомню. Но неважно, Бато там писал, и идет его товарищ там с бородой, Владимирович я его звал, плюется, идет, переживает. Я говорю, что такое, Владимир? Он, да, он говорит, кладет, говорит, вот полтюбика выдавил, ну, масло белил, да, замесил, положил на холст, счистил в мусорку, опять так же пастозно счистил ему. Не могу, говорит, на это смотреть. Ну вот со стороны человек не может смотреть, как Бато тратит много краски. А он нормально к этому относится. Тратит столько, сколько нужно для достижения эффекта. Иначе просто, удачи не видать. Ну как можно? Это как? Ты жарь, рыба будет? Если рыбы нет, чего там жарить-то? По поводу упражнений на теплохолодность, посмотрите в моей школе, просто по анонсам пробежитесь, просто посмотрите, что написано, и что-то приглянет, потому что теплохолодность я все время этому уделяю внимание в каждом уроке. Так что что-то просто приобретите. Кстати, сейчас скидка на базовые уроки 50%. Это подарок для вас. У моей мамы сегодня день рождения. Прошу им воспользоваться. Первый – это базис, основа видения художника. 13-й – о композиции. Очень много разобрано работ, и в результате разбора можно почувствовать, что такое композиция. 28-й – это просто обязательно, чтобы овладеть перспективой, нужно глубину рисовать. Мы рисуем пространство, пишем его. То есть в двухмерном листе мы рисуем глубину. Нужно знать эти законы и просто на практике с карандашом и бумагой этот урок изучить. Потом 52-й и 53-й. Вот вам задача минимум. Елена Пухарева, мне удивительные и непонятные люди, которые не замечают красоты мазков, игры света-цвета. И почему им обязательно нужна фотографичность в работе? Нужна им такие люди. Ведь это тоска, зеленая скука. Да, для вас, да, и для меня. Несомненно, кому арбуз, кому свиной хрящик, но прежде чем делать резкие замечания и принижать чей-то многолетний труд, пусть, наверное, труд и путь, нужно изучить предмет критики и расширить собственный кругозор, что бывают различные стили, а не только глубокий гиперреализм. Мне кажется, Лена, это просто признак зрелости. Зрелый человек не станет кого-то осуждать. И если нам что-то в ком-то не нравится, мы кого-то осуждаем, этот отклик, это эхо от того, что есть у нас. Просто так не появится вот это неприятие. Одна мысль об этом дает возможность вспомнить себя и повернуть тумблер в сторону приятия, из неприятия в приятие того, что есть. Друзья, еще хочу сообщить, что мастер-класс на академичке я проведу в феврале. Я с Юлей договорился с академички, с директором. О датах сообщу позднее, и на сайте появится информация. Друзья, не забудьте отметиться в журнале, сказать спасибо автору канала, это важно для его развития. Я предлагаю посмотреть еще одно кино, после этого называется «Нечеткая живопись». Пока.